Здравствуйте, в таком случае. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Андрей по паспорту. Информативно в таком случае. Ну, насколько я могу понять, Андрей Духновский как раз-таки один из спасателей нашего университета, практически каждого студента. Вы работаете в 319-м, соответственно, верно? Да, мы предпочитаем себя называть иногда адвокатами крышей студентов 319. Так что вы вполне верно описали зону моей ответственности. Можете чуть подробнее рассказать, чем занимается 319, зачем студенты могут обращаться? В общем, чем я занимаюсь в университете Иннополис? Спасибо, вы так лестно выразились о 319-м, о том, что мы там спасатели. На самом деле мы никакие не спасатели, мы просто сотрудники университета Иннополис, которые стараются сделать так, чтобы жизнь в университете у студентов была благополучной, безопасной, веселой, насыщенной и продуктивной. Вот, и добавлю, да, чем занимается наш отдел. Наш отдел занимается многими разными вещами. Мы являемся неким деканатом, в том числе мы проводим мероприятия для студентов, мы помогаем студентам с регистрацией, с военкоматом и прочими разными вещами. То есть мы такой некий центр, некий хаб, куда студент может, в принципе, обратиться с любым запросом. У нас также есть психолог в нашем отделе. То есть мы такой центр поддержки, мы так и называемся, отдел поддержки и развития студентов. В принципе, название говорит само за себя, то, чем мы занимаемся. Ну, на самом деле, спасибо. Теперь понятно, как называется 319-я. А кроме работы, что можете рассказать про себя? Ой, много чего. Я люблю сочинять музыку, сочинять стихи. Пробовал себя в творчестве, сейчас пробую себя в дизайне. То есть я заметил за собой такую тенденцию, что мне очень важно посвящать себя в какие-то творческие процессы, так как на работе очень много различных коммуникаций, организационных моментов, какие-то бюрократические моменты. Они немного заставляют тебя вымотаться, устать изрядно. И я заметил, что творчество мне помогает как-то разрядиться и обновиться, так сказать, отдохнуть и перезарядиться. В Иннополисе вы давно. Вот насколько вы давно в Иннополисе? Почему сюда приехали? Как вам здесь живется среди айтишников? Я сам из Латвии и приехал в Иннополис из Великобритании. И здесь я работаю уже 4,5 года. Очень интересно я попал сюда, на самом деле. Я всегда мечтал попробовать себя на своей этнической родине. То есть я из Латвии, но я сам по себе русский, да, но гражданство у меня другой страны, и я попутешествовал по Европе немного, пожил, но меня всегда тянуло в Россию. Я был в России несколько раз как турист, и мне всегда хотелось здесь пожить, так сказать, хлебнуть вот реальности, как вот здесь люди живут. Возможно, это такая немного экстраординарная какая-то мечта у меня была, да, меня все спрашивают, типа, чувак, почему ты сюда приехал в страну, из которой многие хотят уехать? Страсть, любовь, позыв к Западу можно объяснить на пальцах, вот прям аргументировать рационально. То есть там возможности, там образование, здравоохранение, там то, все, пятое, десятое. А в Россию что-то тянет такое необъяснимое. Это тяжело вот артикулировать, да, вот это вот желание пожить в России. Но я всегда видел в России другую сторону, да, более какую-то положительную. Вот, и в какой-то момент я на HeadCountry нашел вакансию, которая называлась «Куратор студенческих клубов и сообществ». Моя первая работа в офисе в Великобритании была как раз в университете. Я работал координатором общественного вовлечения. Что это значит? Я был посредником между волонтерами университета и организациями в городе, которым требовались волонтеры. То есть, я соединял просто волонтеров, направлял на какие-то стажировки волонтерские. Вот, и я видел, как там в Англии организована внеурочная деятельность, насколько там развит уровень альтруизма, насколько люди там готовы сплотиться за одну идею, как там все движово, да, системно устроено. И в какой-то момент я
создал презентацию о том, как я могу помочь российским вузам, российскому вузу развивать внеурочную деятельность. Я данную презентацию разослал во все вузы Москвы и Питера, и со мной связались только 2 вуза, и они пригласили меня на интервью. Как раз это совпало с моментом, когда я был в Москве. Я пришел в РУДН и в РГСУ. Вот. А потом в какое-то время я увидел заявку, вакансию на HeadHunter, куратор студенческих клубов и сообществ, университет Иннополис. Я даже не знал, где это, что это за университет. Мало кто вообще знал, что это за университет в то время. Вот. И таким образом в феврале 2018 года я приехал сюда, в Иннополис. Как вам, как жителю Татарстана, получается, уже 4,5 года живется в Татарстане? Были ли у вас какие-то моменты, вот, когда вам приходилось сталкиваться, ну, с носителями татарского языка и какие-нибудь интересные истории? У нас была такая сотрудница Екатерина Процко. Она долгое время отвечала как раз-таки за набор абитуриентов. И легендарная личность, на самом деле, она работала здесь дольше, чем я. Вы, наверное, первый набор, который набрала не она. Вот. И она часто со мной здоровалась по-татарски, сямасыс. Надеюсь, я правильно произнес. И это было мое первое посвящение в татарский язык. Вот с первого дня, как я сюда приехал, она со мной здоровалась на татарском. Вот, и она меня всегда ругала, что я неправильно произношу ей в ответ это слово. Я там масямасыс говорил, еще что-то, ну, много разного. Вот. К татарской культуре отношусь с определенным уважением, хотя раньше я приезжал сюда, для меня все, что находилось в России, это Россия. То есть я не разделял, и сейчас до сих пор не разделяю, да, вот народности. Понятно, что есть много народностей в России, но я помню, как-то тусил в общаге со студентами, с магистрами, и там был дагестанец, татарин, башкир, и еще кто-то, я не помню. И они как-то шутят именно, ну, вот эти приколы про разные народности, про разные национальности. И я так задумался, думаю, ну, как они друг друга отличают? Вот я бы их увидел, я бы не понял, кто из них татарин, кто башкир. Ну, окей, дагестанца можно чуть-чуть отличить. Я сейчас недавно был в Дагестане. Вот, у них отличительные черты лица. Вот. Но я, в принципе, не особо любопытен к каким-то культурам. Может быть, ну, просто мне неинтересно, да, мне просто кайфово жить в этом месте. Мне многие говорят, что Иннополис — это вообще не Татарстан, это не Россия, то есть ты здесь живешь в каком-то вакууме, да, то есть это отдельное государство. В какой-то мере я с ними согласен, я понимаю, о чем они говорят. Я много в России, где побывал, в разных городах. Мне здесь живется комфортно. Опять же, мне нравится, что здесь такое уютное комьюнити. Я всегда жил в маленьких городах. И я люблю места такие комфортные, где все рядом и в доступной близости, да, здесь ты идешь с универа домой, по пути у тебя спорткомплекс, пятерочка, все, что тебе нужно. Если захотелось там в хамамчике посидеть, расслабиться после работы, там, дело 2 минут, зайти там, не знаю, грех не воспользоваться такой шикарной инфраструктурой, как у нас есть в Иннополисе. Вот, поэтому это супер комфортно. Я никогда не хотел жить в большом городе, когда ты тратишь 2 часа в день просто на логистику какую-то. Вот, поэтому это нужно реально здесь ценить. Мне здесь очень комфортно жить. Если я соскучиваюсь по какой-то более обильной движухе, я всегда могу выбраться в Казань. Да. Вот, так что живется здесь весьма комфортно. Вот в начале самого интервью вы говорили, что раньше увлекались написанием музыки. Можно попросить у вас описать, как у вас происходил вот процесс создания? Вот? Интересный вопрос. Зайду вообще в самую даль, как это все началось. Я влюбился впервые в 2000 каком-то бородатом году. Это был это был первый курс моего университета, 2012 год. И до этого я не переносил литературу, стихи, вот это вот все, что связано с литературой, мне было неинтересно. На уроках я спал, никогда не обращал внимания, не был внимателен на уроках.
Вот, но когда ты влюбляешься, в тебе просыпается какая-то романтическая натура. И я думаю, ну почему бы не попробовать сочинить стих, да? И я первое свое стихотворение посвятил девчонке, в которую был влюблен. Вот. Потом наши отношения закончились, но я заметил за собой, что у меня все равно осталась потребность в каком-то, ну, короче, в поэзии, да, то есть выражать какие-то свои внутренние переживания на листе бумаги, формируя рифмы, да, как-то выстраивая текст. И когда я это делал, мне внутри становилось хорошо, то есть как будто бы я выплеснул все, что внутри, наружу, да, в такой вот стихотворной форме. Вот. И в какой-то момент я просто решил поэкспериментировать, попробовать наложить эти стихи на какой-то бит. Да, я никогда не мог представить, что я буду заниматься чем-то похожим на рэп. И все начиналось, как обычно все начиналось с битов, да, то есть меня цепляет какая-то инструментальная музыка, и меня это вдохновляет, я ухожу полностью в эту музыку и пытаюсь уже как-то накрутить слова на этот бит. То есть ты идешь по улице, о чем-то думаешь, о том, что тебя беспокоит. Это еще все началось, когда я жил в Англии, да, и я думал, ну, когда-нибудь я запишу свой первый трек. И да, это случилось, когда я приехал в Россию, и, наверное, в 100% случаев, вот если, отвечая на твой вопрос, как это все происходит, есть какое-то внутреннее переживание, есть вдохновение, есть какие-то моменты в голове, которые требуют того, чтобы их выразили, как-то артикулировали. Вот. Короче, хочется высказаться. И у творческих людей, наверное, есть потребность это как-то то ли в рисовании это выразить, то ли в стихах, то ли в песнях. Вот. Я решил попробовать в музыке, да, и все начинается с битов. То есть ты заходишь на какой-то сайт битмейкеров, прослушиваешь их биты, какие-то тебе нравятся, и ты выбираешь какой-то бит, хватаешься за него. Бывали моменты, когда ты вот слышишь первые 5 секунд, ты понимаешь, что это твой бит. И это, например, произошло с моим первым треком про Иннополис. Он так и называется, Иннополис. Я сочинил этот трек, наверное, за день. Просто буквально я настолько пронзился вдохновением. Я услышал этот бит, сразу же в этот вечер сел, почти весь трек написал сразу, одним ходом. Ну и все, и потом идешь в студию, платишь 3000 рублей, работаешь со звукарем, он тебе присылает потом через пару недель демо-версию, и вы дорабатываете ее. Вот, то есть, если говорить о поочередности, то это вдохновение, бит, сама работа над треком и уже работа на студии. Помимо музыки, вы говорили, что движетесь сейчас в направлении дизайна. Вот вас именно Иннополис на это побудил, вот его дизайн? В каком-то смысле, да, хорошо подвел, конечно, да. Мне нравятся интерьеры и экстерьеры Иннополиса. Выглядит весьма футуристично. Я начал пробовать себя в моушн дизайне, да, то есть это какая-то графика, анимация, да, инфографика, персонажная анимация. Вот, чувствую, что пришло время, возможно, попробовать себя в какой-то новой сфере. Уже почти 5 лет работаю со студентами. Вот, хочется найти какие-то альтернативные пути развития своей карьеры. Вот, и неудивительно, что это связано с творчеством, да, то есть я понял, что хочу работать там, где я могу полностью себя как-то выразить, где нет бюрократии, где есть одна задача, над которой я могу работать весь день, да. Ну, то есть много факторов. Во-первых, motion дизайном можно заниматься дистанционно. Вот, достаточно много преимуществ у данной сферы. Да, то есть в какой-то мере Иннополис меня побудил, то есть мне кажется, это нормально быть достаточно гибким в наше время, да, пробовать какие-то новые профессии, направления, и в каких-то местах ты просто понимаешь, что пришло время сделать какой-то очередной шаг, попробовать себя в чем-то новом. И не приехав в Иннополис, возможно, я бы не понял, что меня тянет в какую-то определенную сферу. То есть Иннополис
не только Иннополис, вообще, в принципе, мне кажется, университет, он создает такую среду, где ты можешь себя в чем-то попробовать без определенного риска для себя, да, ты попробовал себя там в танцах, в гитаре, там еще в чем-то, находишь единомышленников, пробуешь какие-то проекты, реализуешь, то есть мне кажется, нужно пробовать, и просто я такой человек, который любит прислушиваться к тому, что внутри, да. Если тебе хочется поехать в Россию работать, ты оцениваешь свои мотивы, взвешиваешь за и против. И если это решение проходит все фильтры, это побуждение, то тогда ты принимаешь решение что-то делать. То же самое у меня вот с дизайном. До того, как я принял решение изучать дизайн, у меня было огромное желание пробовать себя в звуковой инженерии, да, то есть быть звукарем, пробовать писать биты. Но, во-первых, для этого нужно дорогое оборудование, во-вторых, нужна музыкальная чуйка, музыкальное образование, да, нужно уметь импровизировать там на клавишах, на других инструментах. У меня такой способности нет, и я понял, что все-таки вот это мое побуждение купить синтезатор за 50 тысяч рублей, оно было таким немного импульсивным, невзвешенным. Вот, и как я это понял, я просто попробовал, да, я попросил у своего знакомого не фортепиано, а клавиши, попробовал позаниматься сам по Ютубу, но понял, что не потяну. Мне тяжело, мне не так интересно, как мне казалось, мне интересно. Вот. А вот с дизайном, возможно, это долгосрочная такая перспектива у меня, потому что я уже более года мотивирован, мотивация не падает, да, так что, возможно, я буду работать в университете Иннополис уже как дизайнер, кто знает, а может быть еще где-то. Тогда к вам вопрос, как к дизайнеру, хоть и к начинающему. У вас есть цвет, который вы не любите больше всего? Вот прям цвет, который вызывает ненависть. Обычно все спрашивают, какой вы цвет любите больше всего. Вот, не люблю. Но опять же, мне кажется, важно видеть контекст и сочетание. Вот прям если брать один цвет, заливку, то не знаю, может быть какой-то кислотный такой, может быть типа розового. Вот это приятный розовый. Это вообще типа розовый, фиолетовый. Ну, что-то такое кислотное, бросающееся в глаза, вульгарное, может. Я просто ждал, что вы скажете зеленый. Зеленый не, в Иннополисе. У нас были истории, конечно, тут, когда еще у меня был другой руководитель, мой первый руководитель, у нас было какое-то обращение от студента или от аспирантки, я уже не помню. Она сказала, что тут... Короче, она, видимо, верит в какие-то теории заговора, и она думала, что Иннополис — это часть заговора, и что зеленый цвет был подобран не зря, чтобы люди там что-то... Чтобы легче было промывать мозг или что-то там. Типа, что зеленый цвет как-то влияет на разрушение ментальных способностей человека. Короче, прям такой запрос был. Короче, чего только не было в университете Иннополис. Да, тогда есть у вас самые интересные запросы в 319-ю комнату? Может, какие-нибудь случаи? Ой. Ну, если честно, запросов таких много. В последнее время стало меньше, либо мы просто стали меньше обращать на это внимание, потому что мы привыкли к тому, что к нам приходят разного рода запросы, но честно скажу, мы немного бесимся, когда нам пишут вопросы типа, где можно найти скрепки там, или где можно найти бумагу. Ну, то есть такие мелочевочные запросы, которые отбирают от нас время. Какие-то долгие переписки. Я лично не работаю с ботом, но девчонки иногда делятся переписками достаточно продолжительными, веселыми. Мне кажется, студенты иногда угорают, но у нас девчонки реально проделывают огромную работу, отвечая на такое большое количество вопросов в Student Affairs боте. Так сразу, не знаю, не вспомню самый смешной запрос из бота. Я помню, был запрос про муху, которая летала и мешала учиться. И студент попросил принять меры по устранению данной мухи.
И наш руководитель тоже не запарился и ответил ей огромным развернутым ответом, э, сказав, что для мух достаточно естественно летать, залетать в какие-то новые места, что мухи являются важным элементом в жизненной цепочке вообще в мире. Ну, такой прозаический у него ответ был. Вот, ну да, про муху, наверное, первое, что пришло в голову. То есть, Но муху так и не устранили. а, Иннополис ну, не заботится о своих студентах. заботится, но муха, наверное, сама устранилась. А, да, через некоторое время. Либо автор заявки сам устранил муху. Хотелось спросить, каковы ваши интересы в психологии? Потому что я видел у вас в Инстаграме фотографию с Джорданом Питерсоном. Вот, как это произошло? Я наткнулся на Джордана Питерсона в Ютубе года 3, наверное, назад в автобусе. Я уже не помню, какая была первая видяха, но меня зацепило то, что все, что говорит этот человек, это поэзия. Он настолько использует свою речь как меч просто, да, то есть он максимально артикулирует вещи, которые у тебя где-то в глубине находятся, но он говорит то, что ты всегда знал, но просто не мог это сформулировать. Вот. И чем мне нравится Джордан Питерсон, во-первых, он очень харизматичный, да, и он очень мудрый, он очень компетентный, да, то есть он клинический психолог, то есть это вызывает определенный уровень доверия к тому, что он говорит. И во-вторых, меня очень заинтересовали его лекции о библейских историях и значимость библейских историй в психологии. Да. Я в свое время прочитал Новый Завет и посчитал, что он предлагает достаточно точную карту местности, в которой я живу. То есть я сейчас метафорично выражаюсь, да, местность — это наша структура реальности, в которой мы живем. Карта — это то, как мы видим эту местность, да. И Джордан Питерсон помогал мне разбираться именно не с религиозной точки зрения в каких-то вопросах, да, с психологической, с практической. Он разбирал до мельчайших подробностей какую-то библейскую историю, которую ты просто читаешь, там такие истории, он берет какие-то ветхозаветные истории, где кто-то там шел, кого-то встретил, попросил там воды, тот дал ему попить и ушел. А Джордан Питерсон углубляется в эти моменты, и он посвятил очень много времени сопоставлению различных мифов, философий, религий, да, и в попытке найти какие-то общие паттерны. Его первая книга «Карты смысла», она как раз об этом, да, то есть я видел интервью, где он описывал создание этой книги, да, он говорит, что я каждую строку переписывал около 50 раз в этой книге, то есть он огромный труд вложил в эту книгу. Ну и такие люди, в принципе, вызывают уважение, которые какие-то сложные моменты пытаются донести до людей, пытаются сами в чем-то разобраться, да, в таких темах, которые, ну, принято замалчивать, не обсуждать где-то, да. И вот, мне понравилась его, в принципе, история, да, он был обычным профессором пару лет назад, и он просто вырос до одного из самых влиятельных интеллектуалов современности. Как вы думаете, что понравилось, что запомнилось первокурсникам этого года? Вот, может быть, на буткемпе, может быть, сейчас. Что могло запомниться? Не знаю, это надо у первокурсников спросить. Но мне кажется, летняя школа запомнилась. Мне кажется, это, наверное, одна из лучших летних школ, что мы провели. Это моя, наверное, 4-я или 5-я уже летняя школа, 4-я. Как будто бы с каждым годом мы делаем все лучше и лучше, несмотря на то, что мы экспериментируем каждый год с форматами. Мне кажется, летняя школа помогает, опять же, как-то сплотиться со студентами. Да? У нас один год была летняя школа онлайн, и у нас не было коннекта со студентами. Это было очень плохо, потому что студенты потом приехали, мы их не знаем, они нас не знают, они владеют малым количеством информации, они не адаптированы. Bootcamp должен быть офлайн всегда, да, то есть мы должны как-то наладить связь face-to-face со студентами. Что еще могло броситься в глаза? Не знаю, это надо у вас спросить, вы первокурсники. Что вам запомнилось? Буткемп на самом деле во многом помог. Когда тебе рассказывают, что вот здесь такая хорошая атмосфера в целом,
когда ты можешь обратиться и к сотрудникам, и к преподавателям с какой-то не связанной с конкретным обучением миссией, можно так сказать. К примеру, поставить оборудование, как-то где-то его найти. Очень важно, чтобы действительно было не страшно. И буткемп эту задачу выполняет на 100%. А что вам понравилось на буткемпе больше всего? Наверное, возможность пойти в барбекю-зону и просто пообщаться с преподавателями. Вот. Да, мы всегда это делаем. Это как будто бы неофициальная часть программы буткемпа. Здорово, что у нас есть такие зоны, где мы можем прийти спокойно, пожарить мясцо, пообщаться, поиграть на гитаре. То есть мы организуем буткемп? Мы смотрим, какие запросы у студентов есть и могут возникнуть при поступлении, вообще при приезде в новое место, такое уникальное место, как Иннополис, да, и то есть это какая-то социальная сфера, академическая сфера, административная сфера, и мы пытаемся адаптировать студентов во всех этих сферах, используя разные форматы, игровые, различные мероприятия. Вот социальную проблему мы решаем там спидфрендингом и какими-то интерактивными развлекательными мероприятиями. Также у нас есть задача сплотить, то есть разрушить какой-то барьер между профессорами и студентами. Для этого мы сделали ток-шоу. Ну, то есть на каждый запрос мы пытаемся найти какое-то креативное решение. Есть ли у вас какой-нибудь девиз по жизни? И есть ли какой-нибудь девиз по жизни? Девиза у меня нет, но я часто рассуждал, как бы я сформулировал ответ на вопрос, в чем смысл жизни. И у меня каждый год, наверное, менялся ответ на этот вопрос. И самый актуальный, наверное, это вот, как я ранее сказал минуту назад, стараться использовать максимально то, что лучшее в тебе, и стараться максимально сдерживать или избавляться от того, что не такое хорошее в тебе. То есть максимально как-то применять свои лучшие навыки, свои лучшие качества в жизни. Ну, для этого нужно быть осознанным человеком. Это нужно понимать, что ты делаешь хорошо, понимать, в чем ты хороший, какие твои сильные стороны. Ну, то есть это два момента. Стараться максимально делать хорошо то, что ты умеешь хорошо делать, знать эти моменты, и стараться не делать жизнь хуже, чем она, возможно, есть. Вот, что можно сказать, слушая вас и вдумываясь в какие-то такие советы, это то, что вы очень интересный человек, потому что вот да, 30 лет — это для некоторых действительно какой-то этап, когда жизнь как будто бы потеряла свою сильную часть, а вы все равно пробуете себя в новом, и далеко не каждый способен на такое даже в 20 лет, потому что когда слышишь некоторых людей, каких-то знакомых с университетов даже, им кажется иногда, что уже поздно что-то начинать. Как человек, который начал заниматься музыкой, ну, на инструментах играть в 16 лет, когда уже все музыкальные школы недоступны, кажется, что все поздно. Для меня периодически такой же вопрос поднимался, а не поздно ли я начал? Не поздно. Никогда не поздно. Да, на самом деле вы Никогда яркий не пример поздно, этому. заниматься тем, что тебе нравится. И я достаточно ревнив к тому, чтобы принимать решения, которые будут полезны для меня, и чтобы мне от них было кайфово. То есть тут, опять же, есть разные мотивы поступления в университет. Да? Кто-то поступил сюда из внутренней мотивации, да, хочет действительно человек стать айтишником. Кто-то поступил сюда по просьбе там, родителей или под каким-то другим социальным давлением. Мне кажется, просто важно понимать, что тебе нравится, и понимать, где ты можешь что делать с любовью. Да? То есть если ты не будешь кайфовать
от того, что ты делаешь, что ты не только себе навредишь, но ты и людям вокруг будешь вредить, да, то есть ты ломаешь цепочку. И опять же, работая в университете, да, ну то есть если бы я не любил студенчество, студентов, то смысл мне здесь работать и находиться, да, то есть мне кажется, здесь работают только люди, которые в первую очередь любят студентов и любят помогать другим людям. Вот, и опять же, вот в твоем случае, если тебе реально нравится играть на гитаре или, не знаю, в чем ты там практикуешься, никогда не поздно начать. Да, 30 лет, ты правильно сказал, есть такое определенное давление, потому что в головах многих 30 лет — это уже такое время, когда у тебя там должна быть семья, машина, там стабильность, все дела. Это еще идет с давних каких-то времен. В какой-то мере это правильно иметь такой ориентир, да, но он немного деструктивный, когда ты слишком на нем зацикливаешься. И мне кажется, нужно быть мобильным, гибким и всегда быть готовым к каким-то переменам жизненным, потому что жизнь одна, и она интересная, и только ты можешь сделать ее интересной. Я просто советую студентам просто прислушиваться к тому, что тобой движет и к чему тебя тянет, помимо IT-сферы, да, то есть это может быть и творчество, может быть еще что-то. Прислушивайтесь к этому. Спасибо вам большое за ответ и за такой вечер. Спасибо, взаимно. Спасибо, что позвали.